Карелию не зря называют краем лесов и озер. Площадь ее лесов составляет 150 тысяч квадратных километров. Это примерно 83% от площади всей республики. Эти леса очень разнообразны. Даже возле Петрозаводска мы можем встретить березняки, ельники, сосновые леса разных возрастных стадий, от молодых до старовозрастных. Разобраться во всем этом многообразии нам поможет лесная типология. Ее основная задача – классификация лесных сообществ. Лесная типология широко применяется в лесоводстве и в лесном хозяйстве. На северо-западе России традиционно используется типология Владимира Сукачева. Тип леса, согласно его учению, характеризуется целым комплексом признаков. Это тип почвы, это характеристика древостоя и виды доминанты живого напочвенного покрова. Однако с активным внедрением в середине прошлого столетия сплошных концентрированных рубок разнообразие типологическое существенно расширилось. И в настоящее время зачастую в рубку уже идут вот эти производные леса, которые возникли на месте когда-то проведенных рубок. Динамический подход в лесной типологии позволяет свести все многообразие лесных сообществ к нескольким типам лесорастительных условий или коренных лесов. Для Карелии динамическую типологию разработал доктор биологических наук Александр Михайлович Крышень. Структура и динамика таежных лесов очень зависит от множества факторов. И вот на этой карте очень хорошо заметно, чем отличаются леса русской равнины, это вот территория Архангельской области и Коми, и леса Феноскандии, географической страны Феноскандии, это территория Карелии и Кольского полуострова. Вы видите, здесь на русской равнине преобладают еловые леса, вот этот вот сиреневатый оттенок, а сосновые леса идут только вдоль рек, где песчаные отложения. Здесь же, на территории Карелии, главным образом, больше 60% у нас это сосновые леса, а еловые леса только вот здесь, на крайнем северо-западе Карелии и юго-востоке, это в Пудожском районе, здесь район Панаярви, немножечко еще вот в Приладожье. Главным образом это определяется почвами, которые на территории Феноскандии, которые в свою очередь определяют геологическим строением. На территории Феноскандии это песчаные и немного супесчаные почвы, 96% это легкие почвы. А в то время как на русской равнине в районе Архангельской и Коми, там преобладают суглинистые почвы. И в результате доминируют еловые леса. Существует множество различных типологий, так называемая доминантная типология, идеологом которой являлся Сукачев, на самом деле она была еще до него предложена Морозовым. Существует типология погребника, Алексеева погребника, которая классифицирует леса, исходя из лесорастительных условий, из почвенных условий. Существует флористическая, эколого-флористическая типология, в том числе и лесов, которая ориентируется на видовой состав и так далее. И все эти типологии, в том числе и динамическая, которую мы взяли за основу наших разработок, они появились в одно и то же время, где-то в 20-х годах, в начале прошлого века, в начале 20 века. Ну и расцвет их, что ли, такое признание и дальнейшее практическое использование началось где-то в 20-е годы. Вопрос сразу возникает, почему? Именно в те годы необходимо было провести инвентаризацию ресурсов не только в России, не только в Советском Союзе, но и в других странах. Вот поэтому и Каяндера, типология Финляндии тоже в это же время. То есть наука подошла к какому-то порогу, к какому-то уровню, за которым надо было, значит, вот это вот именно должна была быть проведена инвентаризация лесов. Очень хороший пример – это строительство железной дороги Санкт-Петербург-Мурманск, которое началось в 2016 году, и вслед за этим появился колонизационный отдел и исследование ресурсов Карело-Кольского региона. И вот тогда, в 20-30-е годы, опубликованы были в 30-е годы, а в 20-е годы появились несколько типологий лесов Карелии. Больше на следующая типология появилась в 1959 году, и больше их не было.
То есть, собственно говоря, типология леса нужна для чего? Для управления лесами. То есть мы сначала их инвентаризируем, изучаем ресурсы, которые есть, а потом, соответственно, разрабатываем различные методы управления этими лесами, использования лесов, исходя из типа леса. Потому что тип леса, он указывает не только внешне, вот, что здесь сосна, а здесь ель, но и прямо или косвенно указывает на лесорастительные условия. То есть, соответственно, исходя из лесорастительных условий, мы можем говорить о методах лесовосстановления, а не только рубки леса и заготовки леса. Можно посчитать, сколько там кубометров можно заготовить в тех или иных условиях. То есть, на самом деле, типология лесов имеет достаточно большое практическое значение, и она должна быть поэтому, в общем, проста. То есть типов не должно быть много, но она должна четко отражать именно те условия, которые могут лечь в основу для дальнейшего восстановления лесов или выращивания лесов наиболее продуктивно вот для конкретных условий. В нашей модели, в нашей типологии мы выделяем 5 типов лесорастительных условий, но надо понимать, что эти 5 типов лесорастительных условий только на автоморфных почвах, то есть там, где глубокое залегание грунтовой вод, где нет процессов заболачивания, нет проточного увлажнения избыточного. Это, как правило, есть те леса, которые подвержены рубкам, эксплуатационные леса, расположены в этих на автоморфных условиях. Вот в самых бедных условиях это сосняки лишайниковые, но они главным образом располагаются в северной тайге. Далее сосняки брусничные, чуть побогаче, чуть повлажнее условия. Там уже доминируют зеленые мхи в напоченном покрове. Но там развитие идет фактически после рубки, будет идти тоже через сосняк, без смены пород. А вот в условиях сосняков черничных, где мы с вами находимся, здесь уже, как я показывал, идет со сменой пород. Выделяем мы также 2 типа лесорастительных условий, которые определяются по климаксовому сообществу, по коренному сообществу, по ельникам. Это ельники черничные и ельники кисличные. Это наиболее богатые условия, они, как правило, связаны с песчаными почвами, определяются механическим составом. Рубка – наиболее распространенный тип нарушений. После нее восстановление леса в пределах одного типа лесорастительных условий идет в сторону климаксового или коренного сообщества через ряд возрастных стадий. Это молодняк, средневозрастное сообщество и спелый лес. На ранних стадиях восстановления наблюдается наибольшее ценотическое разнообразие, то есть разнообразие вариантов растительных сообществ. Затем, по мере формирования древесного яруса, количество растительных ассоциаций уменьшается. И общая схема восстановления леса после рубки принимает вид треугольника с широким основанием. В целом наблюдается закономерность. Чем плодороднее почвы, тем больше вариантов динамических рядов на каждой стадии развития. Такие факторы, как экспозиция склона, временное заболачивание, пожары, изреживание древесного яруса, оказывают сильное влияние на состав и структуру растительного сообщества. В итоге даже в пределах одного типа лесорастительных условий повышается ценотическое разнообразие. Оно отражает временные и локальные состояния. Рассмотрим подробнее, какие коренные типы лесов произрастают на незаболоченных участках в Карелии и как они восстанавливаются после нарушений. В Карелии преобладают сосновые леса. Растут они преимущественно на песчаных почвах. Мы выделяем 3 типа сосновых лесов. Это сосняк лишайниковый, брусничный и черничный. Сосняк лишайниковый распространен на севере Карелии. Древостой в таком лесу почти полностью состоит из сосны с очень редкими включениями березы. Производительность древостоев очень низкая. Подрост также сосновый, редкий. Подлесок, как правило, отсутствует. Напочвенный покров состоит в основном из лишайников рода кладония, зеленых мхов, а также кустарничков, вереска, брусники, водяники. После рубки сосняк лишайниковый восстанавливается всегда без смены пород, и разнообразие растительных сообществ на всех возрастных стадиях восстановления крайне низкое. Сообщества в условиях сосняка брусничного отличаются от лишайникового, более высокой производительностью древостоев. Напочвенный покров также богаче. По составу древостой наиболее разнообразен на стадии молодняков,
Кроме сосны в нем встречаются береза, ель, осина. В сообществах старшего возраста, кроме сосны, единично присутствуют только береза и ель. В обычно редком подлеске отмечены можжевельник, рябина, ива, козья. В напочвенном покрове сосняков брусничных представлены в разных пропорциях кустарнички – брусника, черника, голубика, вереск, водяника, в северной тайге багульник. Характерный признак для сосняка брусничного – это преобладание в мохово-лишайниковом покрове зеленых мхов. В условиях сосняка брусничного видовое и ценотическое разнообразие выше, чем в лишайниковых условиях. В некоторых местах, где лучше условия увлажнения, на ранних стадиях развития после рубки могут образовываться сообщества с доминированием лиственных пород в древостое. Пожары и временное заболачивание после рубки – главные факторы, которые приводят к формированию разнообразия растительных сообществ в пределах этого типа лесорастительных условий. Несмотря на то, что сосняки брусничные и сосняки черничные относятся к одной зеленомошной группе типов леса, они достаточно хорошо расходятся в пространстве по почвенным условиям, по производительности, а главное по видовому разнообразию всех ярусов растительности. В древостою, кроме сосны, присутствуют также ель и береза. Подлесок в сосняках черничных состоит из рябины, можжевельника, ивы козьей. Большое количество елового подроста и можжевельника – это отличительная черта сосняка черничного. Кроме черники, в напочвенном покрове сосняка черничного могут встречаться щитовник картузианский, костяника обыкновенная, майник двулистный, вейник и другие виды. После рубки спелых древостоев сосняков черничных развитие сообществ может происходить по 4 вариантам в зависимости от условий увлажнения, от сухих вересковых вырубок, возникших после пожара, до осаковых сообществ. Условия ельника черничного являются самыми распространенными в европейской части таежной зоны России, куда входит и Республика Карелия. В Карелии такие ельники произрастают на супесчаных и суглинистых почвах. В этих условиях в напочвенном покрове преобладают зеленые мхи. В окнах и на повышениях могут временно доминировать кустистые лишайники, а в понижениях мхи рода сфагнум. Видовое разнообразие сосудистых растений в условиях ельников черничных более чем в 2 раза выше, чем в сосняках, при том, что площадь ельников в Карелии в 1,5 раза меньше. В составе древостоя ельников часто присутствуют береза и осина, реже сосна. В подлеске обычные рябина, ива козья, можжевельник. В средней тайге встречается шиповник. Кроме кустарничков присутствуют и могут преобладать луговик, ландыш, вейник лесной, герань лесная. Обычно также линнея, майник двулистный, марьянник луговой, кислица, костяника, золотая розга и седмичник. Для сообществ ельника черничного на стадии вырубки мы выделили 4 растительные ассоциации. Перечисляем в порядке увеличения влажности почвы. Это брусничная, луговиковая, вейниковая и осаковая. По мере развития древесного яруса ценотическое разнообразие уменьшается. Восстановление ельников часто идет через смену пород. На стадии молодняков в древостое могут преобладать береза или осина. Последний из перечисленных типов – ельник кисличный. Он чаще встречается по югу Карелии и в средней части довольно редок. Лесная типология и знание о том, как восстанавливается лес, помогут нам прогнозировать, через какие стадии будет развиваться лесное сообщество и какие лесоводственные мероприятия необходимы для того, чтобы вырубка или молодняк превратились в привычный для Карелии еловый или сосновый лес.